Знаете ли вы, что прямо сейчас под ногами жителей Центральной Европы земля буквально расходится в стороны? В Чехии появились трещины длиной в несколько километров, поглощающие целые дороги, а в Германии зафиксированы провалы, которых не было за всю историю наблюдений. И ученые признают, они не понимают, что происходит. Это не землетрясение и не оседание грунта после дождей. В 2024 году датчики в Саксонии зарегистрировали смещение пластов на глубине 200 метров без единого толчка на поверхности, земля просто разошлась в стороны без звука. Геологи фиксируют активные разломы там, где их никогда не было на картах. Прямо под жилыми кварталами, под автобанами, под железнодорожными путями. В Богемии трещина пересекла деревню Либоховицы за одну ночь, расколов фундаменты 3 домов. Самое пугающее — это не единичные случаи, а система. Первый в этой цепочке — Эгерский разлом на северо-западе Чехии. Новые разломы образуют единую сеть, и она продолжает расти. Он существовал давно, но геологи считали его спящим. В 2022 году сеть сейсмографов в районе Хеба зафиксировала серию микротолчков, больше 300 за одну неделю. Не опасных по отдельности, но складывающихся в картину, которая заставила специалистов чешской геологической службы экстренно собраться на совещание. Разлом не просто проснулся. Он начал двигаться в направлении, которое не совпадало ни с одной из существующих моделей. Вместо привычного северо-восточного вектора трещина пошла на юг, прямо к плотине на Поедло. Под городом Хеб в том же году провалился участок дороги длиной 18 метров. Асфальт не просел. Он именно раскололся, края разошлись в стороны на полметра. Коммунальщики засыпали яму щебнем. Тогда городские власти закрыли участок и вызвали геологов. Через 3 недели щебень провалился вниз, а трещина стала шире еще на 20 сантиметров. Бурение показало, под дорогой на глубине 12 метров находится полость длиной около 100 метров, которой не было на картах 1998 года. Второй активный узел — район Цитау на границе Германии, Чехии и Польши. Здесь в 23 году из-под земли начал выходить углекислый газ. Не в промышленных концентрациях, но достаточно, чтобы в низинах гибли мелкие животные. Местные фермеры нашли мертвыми несколько лисиц и зайцев прямо в поле без видимых причин. Анализ грунта показал, газ поднимается по свежим микротрещинам из глубины более 500 метров. Это признак того, что разлом достиг горизонтов, где давление мантийных флюидов значительно выше нормы. Германский геологический институт в Ганновере опубликовал в 23 году доклад, в котором зафиксировал 27 новых точек геологической активности в Саксонии и Тюрингии за предыдущие 5 лет. 27 точек там, где предыдущие 50 лет не было ничего. Авторы доклада прямо написали: стандартные модели прогнозирования не работают в данном регионе и необходима полная переоценка сейсмического риска для центральноевропейской платформы. В Польше, в Судетских горах, в 24 году трещина прошла через деревню Радку. Не через окраину, через центр. Она пересекла главную улицу, прошла под костелом 17 века и вышла на другой стороне холма. Стены костела дали трещины шириной до 3 сантиметров. Польские геологи из Вроцлавского университета установили мониторинговые датчики и обнаружили, что трещина продолжает расширяться со скоростью около 2 мм в месяц. Медленно, но неостановимо. Что объединяет все эти точки? Хеб, Цитау, Судеты — это их взаимное расположение. Если нанести их на карту и соединить линиями, они образуют дугу, которая точно повторяет контур древнего Богемского массива, геологической структуры возрастом около 300 миллионов лет. Этот массив считался одним из самых стабильных блоков континентальной коры в Европе. Именно поэтому здесь нет тех норм строительства, которые существуют в Италии или Греции. И именно поэтому то, что сейчас происходит, застало всех врасплох. Именно поэтому здесь веками строили без учета сейсмического риска. В феврале 2024 года Пражский геофизический институт разослал закрытое письмо в Министерство транспорта и строительства Чехии, Германии и Польши. В письме было одно требование: немедленно провести аудит несущих конструкций мостов и тоннелей, расположенных в радиусе 50 километров от Эгерского разлома. Ни рекомендация, ни предложение, требование с пометкой «Срочно». Министерство ответили стандартными отписками о плановых проверках. Письмо стало достоянием общественности только через 8 месяцев, когда его опубликовал немецкий научный журнал. Паника в научном сообществе началась не из-за самих разломов, геологи привыкли работать с опасными структурами. Паника началась из-за скорости. Разломы в стабильных континентальных платформах, подобных Богемскому массиву, обычно развиваются тысячелетиями. То, что фиксируется сейчас, происходит за годы и даже месяцы. Профессор Карлова университета Мартин Вацек в интервью чешскому изданию публично заявил: за 30 лет практики он не видел ничего подобного, и существующие модели геологической активности не объясняют наблюдаемую динамику. Особую тревогу вызвал доклад, представленный на конференции Европейского геологического союза в Вене в апреле 24-го.
Группа из 9 ученых из 4 стран проанализировала данные спутниковой интерферометрии за период с 2018 по 2023 год. Спутники фиксируют смещение земной поверхности с точностью до миллиметра. Результаты показали, поверхность в треугольнике между Дрезденом, Прагой и Вроцлавом опускается неравномерно. Одни участки уходят вниз на 8-10 мм в год, соседние остаются неподвижными. Именно такая неравномерность создает максимальное напряжение в породах и провоцирует разрывы. Один из авторов доклада, норвежский геолог Эрик Стрём, после конференции дал интервью, в котором сказал буквально следующее. Если бы такие данные пришли из Калифорнии или Японии, там уже объявили бы чрезвычайное положение и начали эвакуацию населения из зон риска. В Центральной Европе этого не происходит, потому что никто не верит, что это возможно здесь. Немецкое агентство по геологии и природным ресурсам в том же году опубликовало карту обновленного сейсмического риска для восточных земель Германии. На карте появились 3 новые зоны повышенного риска. В Саксонии, в Бранденбурге и в Тюрингии. Все 3 зоны находятся там, где еще в 2015 году риск оценивался как минимальный. Страховые компании отреагировали немедленно. В течение 2 месяцев после публикации карты несколько крупных страховщиков подняли тарифы на страхование недвижимости в этих зонах на 20-30%. Польская геологическая служба в 2024 году установила в Судетах сеть из 42 новых сейсмических датчиков. Предыдущая сеть состояла из 12 станций и не обновлялась с 2008 года. Уже первые месяцы работы новой сети показали, микросейсмическая активность в регионе в 3-4 раза выше, чем считалось ранее. Старые датчики просто не фиксировали события малой магнитуды, и геологи работали с принципиально неполной картиной. Именно это открытие стало главным источником тревоги. Выяснилось, что ученые не паникуют из-за чего-то нового. Они паникуют потому, что только сейчас начали видеть то, что происходило давно, пока никто не смотрел достаточно внимательно. Дрезден стоит на гранитном основании, которое считалось эталоном геологической надежности. В 1923 году инженеры, проводившие плановую проверку опор моста Августа, обнаружили микротрещины в бетонных сваях, уходящих в скальное основание. Трещины шли не вертикально от нагрузки, они шли горизонтально, что означает только одно: само скальное основание испытывает боковое давление. Мост закрыли на дополнительную экспертизу. Экспертиза длилась 4 месяца. Ее результаты городские власти не опубликовали полностью. Только краткое заключение о том, что мост требует мониторинга. Прага находится в более сложной ситуации, чем Дрезден. Исторический центр города построен на осадочных породах в излучине Волтавы. Грунт здесь изначально менее устойчив. В 1924 году владельцы нескольких домов на малой стране зафиксировали появление новых трещин в фундаментах. Не в стенах, а именно в фундаментах, что принципиально важно для диагностики. Трещины в стенах могут возникать по множеству причин. Трещины в фундаменте говорят о движении грунта под зданием. Чешская строительная инспекция проверила 17 объектов в этом районе. У 9 из них были выявлены деформации, требующие немедленного вмешательства. Вроцлав оказался в зоне риска по другой причине. Город стоит на аллювиальных отложениях Одры, по сути, на многовековых речных наносах. Такой грунт при сейсмических воздействиях ведет себя как жидкость. Явление называется разжижением грунта. При магнитуде даже 3-4 балла здания во Вроцлаве могут начать проседать и крениться не из-за силы толчка, а из-за потери несущей способности грунта под фундамент. Польские инженеры подсчитали, около 30% жилого фонда Вроцлава построено без учета этого риска, поскольку при строительстве он считался нулевым. Лейпциг столкнулся с проблемой, о которой в городе предпочитают не говорить громко. Под восточными районами города находятся заброшенные угольные выработки, система тоннелей и камер, оставшаяся от добычи бурого угля в 19 и 20 веках. Часть этих выработок задокументирована, часть нет. В 22 году в районе Грюнау провалился участок тротуара, обнажив пустоту глубиной около 8 метров. Городские службы заварили люк и установили забор. Геологическое обследование показало, выработки под этим районом нестабильны, и активизация любого близлежащего разлома может спровоцировать серию обрушений. Отдельная история. Малые города. Хэб с населением 33 тысячи человек фактически стоит на активном разломе. Карловы Вары, всемирно известный курорт в 60 километрах к востоку, получают воду из термальных источников, которые питаются именно через эту систему трещин. В 23 году температура воды в 2 скважинах изменилась на 1,5 градуса без каких-либо изменений в режиме откачки. Это признак того, что подземные каналы перестраиваются. Для курортного бизнеса это катастрофа. Если разлом перекроет или изменит пути термальных вод, источники могут исчезнуть. Общая проблема всех этих городов — инфраструктура строилась десятилетиями и столетиями без учета геологических рисков, которые сейчас материализуются. Водопроводные трубы в Праге в среднем служат 60-х годов прошлого века. Газопроводы в Дрездене частично проложены еще в довоенный период. Любое значимое смещение грунта означает разрывы коммуникаций не в одном месте, а одновременно в десятках точек по всему городу.
марте 2024 года чешское правительство тихо внесло поправки в строительный кодекс, добавив требования к сейсмоустойчивости для новых объектов в 3 регионах – Карловарском, Устецком и Либерецком. Поправки прошли без пресс-конференций и публичных объяснений, просто как технические изменения в регуляторной базе. Журналист издания «Респект» Томаш Немец обнаружил эти изменения случайно, изучая строительную документацию по другому поводу. Когда он запросил в министерстве объяснения, ему ответили, что изменения носят плановый профилактический характер. Геологическое обоснование поправок засекречено как документ внутреннего пользования. Германская сторона действовала схожим образом. В 2023 году Федеральное ведомство по защите населения обновило внутренние инструкции для муниципалитетов Саксонии и Тюрингии по реагированию на геологические инциденты. Документ объемом 82 страницы описывает порядок эвакуации, развертывания аварийных служб и информирования населения при обрушениях грунта и разрывах коммуникаций. Документ был разослан в местной администрации с пометкой «Для служебного пользования». В открытый доступ он попал через депутатский запрос в Бундестаге. Депутат от партии «Зеленых» Клаудия Мюллер потребовала его рассекретить, сославшись на право граждан знать о рисках для их безопасности. Польское агентство геологической информации в 2024 году закрыло публичный доступ к части базы данных сейсмических событий по Нижнесилезскому региону. До этого данные обновлялись в режиме реального времени и были доступны любому пользователю. После закрытия доступа польские сейсмологи из независимых университетов публично выразили протест, указав, что закрытие данных лишает научное сообщество возможности проводить независимый анализ. Агентство ответило, что изменение связано с технической модернизацией систем. Модернизация длится уже больше года. Отдельный случай – австрийская земля Штирия. В 2023 году местные власти провели закрытые слушания по вопросу геологической стабильности района Земеринг, исторического горного перевала, через который проходит один из старейших железнодорожных тоннелей Европы, построенный еще в середине 19 века. Слушания проводились без участия прессы. Известно о них стало потому, что один из приглашенных экспертов, геолог Венского университета Ханс Пихлер, после слушаний написал открытое письмо в Австрийскую академию наук. В письме он указал, что выявленные деформации тоннельных конструкций требуют немедленного публичного обсуждения, а не закрытых заседаний. Логика властей понятна и в каком-то смысле объяснима. Публичное признание геологических рисков немедленно влечет падение цен на недвижимость, отток туристов, требования компенсации и политическое давление. В случае с Карловыми Варами Таошу это полное уничтожение курортной индустрии стоимостью сотни миллионов евро в год. В случае с Дрезденом вопросы о том, почему мост эксплуатировался при наличии данных о деформации. В случае с Лейпцигом требование ликвидировать угольные выработки под жилыми кварталами, что стоит миллиард. Проблема в том, что молчание не останавливает разлом. Трещина в Радкуве расширяется на 2 мм в месяц, независимо от того, засекречены данные о ней или нет. Полость под дорогой в Хебе никуда не делась после того, как ее засыпали щебнем. И каждый месяц промедления – это месяц, за который жители зон риска не принимают никаких решений о своей безопасности, просто потому что не знают, что такие решения нужны. Под Центральной Европой проходит граница двух крупнейших литосферных структур континента – Европейской платформы на севере и Альпийско-Карпатского Орогена на юге. Эти две структуры движутся в разных направлениях и с разной скоростью. Африканская плита давит на юг Европы, сжимая Альпы и Карпаты. Это сжатие передается на север волнами напряжения, которые постепенно накапливаются в породах Богемского массива. Десятилетиями это напряжение было ниже порога разрыва. Сейчас оно его достигло. Спутниковые измерения программы «Коперник» за период с 2015 по 2024 год показывают, северо-восточная часть Чехии движется относительно юго-западной со скоростью около 1 мм в год. Цифра кажется ничтожной, но за 9 лет наблюдений накопленное смещение составило почти сантиметр. Для монолитного скального массива, который должен быть единым целым, это катастрофический показатель. Породы внутри него испытывают напряжение, эквивалентное постоянному растяжению. Рейнский грабен геологическая структура, идущая от Швейцарии через Эльзас до Северного моря, в 2023 году показал неожиданную активность в своей северной части. Грабентос — это блок земной коры, опустившийся между двумя параллельными разломами. Рейнский грабен формировался миллионы лет, и его края считались стабилизированными. Однако датчики в районе Майнца зафиксировали серию толчков магнитудой от 1 до 2,5 баллов вдоль восточного края грабена. Ни один из толчков не был ощутим на поверхности. Все вместе они указывают на возобновление движения вдоль разлома, который не проявлял активности с 18 века, когда в 1756 году землетрясение в Базеле разрушило значительную часть города. Судетская горная дуга, граница между Чехией и Польшей, представляет собой еще один активный
узел. Геологически это зона, где древние породы Богемского массива граничат с более молодыми осадочными породами польской низменности. Контакт двух принципиально разных типов пород — это всегда зона повышенного напряжения. В 1924 году польско-чешская совместная экспедиция пробурила в этом районе 3 скважины глубиной до 800 метров. Образцы породы из нижних горизонтов показали свежие следы сдвиговых деформаций, трещины в кристаллах минералов, которые образуются только под механическим напряжением. Возраст деформации по геохимическим маркерам менее 100 лет. Паннонский бассейн. Обширная низменность, занимающая большую часть Венгрии и части Австрии, Словакии, Румынии и Сербии, технически является молодым рифтом, то есть зоной растяжения коры. Он формировался от 20 до 10 миллионов лет назад и считался завершившейся структурой. Венгерская академия наук в 1924 году опубликовала исследование, показывающее, в юго-восточной части бассейна скорость вертикальных движений земной поверхности за последнее десятилетие увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим. Бассейн продолжает проседать, неравномерно, а блоками, что означает активность разломов по его периметру. Вся эта картина складывается в единый процесс. Центральная Европа не просто испытывает локальные геологические неприятности в отдельных точках. Вся система литосферных блоков между Альпами и Балтийским щитом перестраивается. Медленно по человеческим меркам, но стремительно по геологическим. Богемский массив, Рейнский грабен, Судетская дуга, Паннонский бассейн — это не отдельные истории. Это части одного процесса, который только сейчас начинают видеть в полном масштабе. В 1997 году немецкий геолог Вернер Штайнбрехер опубликовал в журнале Geologische Rundschau статью объемом 42 страницы с подробным анализом напряжений в Богемском массиве. Статья называлась «Признаки реактивации древних разломных зон в Центральной Европе». Штайнбрехер собрал данные с 38 сейсмических станций за период с 60 по 95 год и показал устойчивую тенденцию роста микросейсмической активности. Его вывод был однозначным. Система находится в состоянии нарастающего напряжения, и без превентивных мер последствия проявятся в течение 2-3 десятилетий. Статью процитировали 7 раз за 20 лет. Финансирование на продолжение исследований Штайнбрехер не получил. Чешский геофизик Ярослав Главачек в 2003 году направил в Европейскую комиссию официальный меморандум с требованием создать международную сеть мониторинга сейсмической активности в треугольнике Чехия, Германия, Польша. Меморандум содержал конкретные расчеты: стоимость создания сети около 12 миллионов евро, стоимость потенциального ущерба при реализации прогнозируемых сценариев от 8 до 40 миллиардов евро в зависимости от масштаба событий. Комиссия зарегистрировала документ и переправила его в профильный комитет. Ответ пришел через 14 месяцев. Тема признана недостаточно обоснованной для выделения финансирования. Главачек повторил запрос в 2008 году с обновленными данными и расширенным списком соавторов из 6 стран. Результат был тот же. В 2009 году Польский институт геологии выпустил внутренний доклад о состоянии горных выработок в Нижней Силезии. Доклад содержал предупреждение: более 600 задокументированных подземных объектов в регионе не имеют актуальной оценки устойчивости. Часть из них расположена под населенными пунктами. Рекомендация: провести комплексное обследование в течение 5 лет. Обследование так и не было начато из-за отсутствия бюджета. В 2024 году, когда в Радкуве треснул фундамент костела, выяснилось, что под деревней находится одна из этих 600 незакрытых позиций. Горная выработка 19 века, о которой знали, но которую никто не проверял 15 лет. Австрийский геолог Герхард Вайс в 2012 году опубликовал монографию о сейсмическом риске Рейнского грабена. На 280 страницах он детально разобрал историческую сейсмичность региона, начиная с Базельского землетрясения 1356 года, и показал цикличность активности с периодом около 300-350 лет. По его расчетам, следующий период повышенной активности должен был начаться между 2010 и 2030 годами. Монография получила хорошие рецензии в академической среде. Городские планировщики Базеля, Страсбурга и Фрайбурга, которым она была направлена, не изменили ни одного строительного норматива. Американское геологическое общество в 2017 году включило центральноевропейскую зону в список 10 наиболее недооцененных сейсмических рисков планет. В списке она соседствовала с зонами в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, регионами с очевидной и признанной сейсмической опасностью. Формулировка в докладе была жесткой. Регион с высокой плотностью населения, устаревшей инфраструктурой и критически недостаточным уровнем мониторинга. Доклад был опубликован на английском языке и практически не получил освещения в немецкой, чешской или польской прессе. Все эти предупреждения объединяет одно: они были точными. Штайнбрехер предсказал активизацию в течение 2-3 десятилетий, и она началась. Главачек называл конкретные зоны риска. И именно в них сейчас фиксируется разлом. Вайс указывал на цикличность Рейнского грабена. И в 2023 году грабен ожил. Наука сделала свою работу, остальные нет.
В октябре 2024 года группа геологов из Карлова университета завершила моделирование сценариев развития событий для Эгерского разлома на ближайшие 10 лет. 3 сценария из 5 предполагали землетрясение магнитудой от 4 до 5 баллов в радиусе 50 километров от Хеба в течение этого периода. 4-й сценарий допускал магнитуду 5,5. 5-й — то, что активность стабилизируется без значимых событий. Вероятность 5-го сценария авторы оценили в 14%. Землетрясение магнитудой 5 баллов в Центральной Европе — это не то же самое, что 5 баллов в Японии или Калифорнии. В Токио здание строится с расчетом на 7-8 баллов. В Хебе, Дрездене и Вроцлаве большинство зданий построено с расчетом на 0, потому что исторически здесь не было сейсмического риска. 5 баллов на нулевой норматив — это обрушение фасадов, разрыв газопроводов, выход из строя водопроводных сетей и мостов. Не в одном месте, одновременно по всей зоне поражения радиусом 30-50 километров. Немецкие инженеры из Технического университета Дрездена в 2024 году провели расчет уязвимости городской инфраструктуры для события магнитудой 4 и 5 баллов. При 4 баллах повреждения в исторических зданиях, разрывы в ветхих трубопроводах, возможные обрушения в зонах заброшенных выработок. При 5 баллах картина принципиально иная. Расчетное количество зданий с критическими повреждениями в Дрездене. От 800 до 1200 объектов. Количество разрывов газопровода. От 40 до 80 точек одновременно. Время восстановления водоснабжения от 2 до 4 недель. Эти цифры относятся только к Дрездену. Вроцлав с его аллювиальным грунтом и эффектом разжижения в аналогичном сценарии пострадает значительно сильнее. Но самый острый вопрос касается не жилых домов и не трубопроводов. Он касается атомной электростанции Темелин в Южной Чехии в 120 километрах от Эгерского разлома. Темелин построен с учетом сейсмических норм, действовавших на момент проектирования в 80-х годах прошлого века. Эти нормы основывались на тогдашних представлениях о сейсмичности региона, то есть на предположении, что значимых землетрясений здесь не бывает. В 23 году австрийские и немецкие экологические организации направили в Европейскую комиссию запрос о проведении независимой оценки сейсмоустойчивости Темелина с учетом новых геологических данных. Чешская сторона ответила, что станция соответствует всем действующим нормам. Вопрос о том, соответствуют ли сами нормы актуальной геологической картине, остался без ответа. Параллельно в Словакии работают 2 энергоблока атомной станции Моховцы, расположенные в зоне Панонского бассейна. Того самого, который венгерские ученые зафиксировали как зону ускоренного проседания. Моховцы строился в 70-х и 80-х годах прошлого века по советским стандартам, которые для данного региона также не предусматривали серьезного сейсмического риска. 2 новых энергоблока, достроенных в 22 и 23 годах, возводились по обновленным нормам, но базовая инфраструктура станции, включая системы охлаждения, относится к старому проекту. Совокупная картина выглядит так. Зона активных новых разломов охватывает территорию с населением около 20 миллионов человек, инфраструктурой, построенной без учета сейсмического риска, 2 атомными станциями с устаревшими нормативами проектирования и системой мониторинга, которая была еще 2-3 года назад не видела большей части происходящего. Время на создание этой ситуации ушли десятилетия. Времени на ее исправление, судя по скорости развития разлома, значительно меньше. В декабре 2024 года Европейский сейсмологический центр опубликовал обновленную карту сейсмической опасности континента. Центральноевропейский регион на новой карте окрашен в желтый цвет там, где на предыдущей версии 12-летней давности был белый. Желтый означает умеренный риск. Это первое официальное признание на общеевропейском уровне того, что регион перестал быть безопасным. Карту опубликовали в пятницу вечером. Традиционное время для новостей, которые не хотят обсуждать широко. Ответ на вопрос, заданный в начале. Что происходит под ногами жителей Центральной Европы, теперь известен. Богемский массив, считавшийся одним из самых стабильных геологических блоков планеты, входит в фазу тектонической перестройки. Африканская плита продолжает давить на юг Европы, Альпы продолжают расти, и волны напряжения, которые столетиями поглощались породами без видимых последствий, достигли критического уровня. Разломы, которые спали миллионы лет, просыпаются не метафорически, а буквально, с измеримыми смещениями, провалами грунта и трещинами в фундаменте. Что можно сделать? Технически много. Обновить сейсмические нормы строительства, провести аудит критической инфраструктуры, установить полноценные сети мониторинга, провести геологическое обследование заброшенных выработок, пересмотреть нормативы для атомных станций. Все это реализуемо. Стоимость комплексной программы для 3 наиболее затронутых стран — Чехии, Германии и Польши — оценивается экспертами примерно в 4-6 миллиардов евро. Это меньше, чем годовой бюджет одного среднего европейского города. Политически значительно сложнее. Признание проблемы означает признание десятилетий бездействия. Означает компенсации владельцам недвижимости в зонах риска. Означает закрытие или дорогостоящую реконструкцию объектов, которые сейчас работают и приносят доход. Означает публичный разговор об атомных станциях. Разговор, которого не хочет никто из причастных сторон. Именно поэтому поправки в строительный кодекс вносятся без пресс-конференций. Данные сейсмических сетей засекречены,
засекречиваются, а результаты закрытых слушаний становятся известны только благодаря открытым письмам несогласных ученых. Жители деревни Радкув в Польше не знают о докладах Европейского геологического союза и не читали монографию Герхарда Вайса. Они знают одно: костел, в котором их крестили и венчали, треснул за одну ночь. Трещина продолжает расти, и никто не говорит им, что будет дальше. В Хебе владельцы домов над разломом не могут продать недвижимость. Покупатели, которые узнают о геологической ситуации, отказываются от сделок, а те, кто не знает, рискуют купить проблему, которую не видно при осмотре квартиры. Финальный факт, который стоит запомнить: трещина в Богемском массиве, зафиксированная спутниками программы «Коперник», не останавливается, не стабилизируется, расширяет. Каждый год земная поверхность в треугольнике Дрезден, Прага, Вроцлав смещается на миллиметр относительно сама себя. Через 10 лет это будет сантиметр, через 100 — дециметр. По геологическим меркам это мгновение. По человеческим это срок жизни нескольких поколений, которые будут жить, строить и работать на земле, которая медленно, неостановимо и совершенно беззвучно расходится у них под ногами.